Всем привет! И добро пожаловать на канал. Новое видео я начну с того, что скажу, я всегда хотел машину повыше. Сейчас приехали ко мне проставки для увеличения клиренса. Вот эти вот назад. Болты уже идут в комплекте. Вперед у нас получается 3 крепления болтов, соответственно, да, 6 штук. Отлично. Комплект проставок опор передних 20 мм. Сейчас мы поедем в автосервис и попробуем поставить их на место. Перед этим я замерю обязательно, сколько клиренс сейчас от каждого колеса. Потому что заявленный клиренс от производителя это 213 мм. Кстати, у американцев он 22 сантиметра, 220. Куда делись еще 7 мм для нашего рынка? Загадка. Еще вопрос возникает не только насчет шлангов тормозной жидкости, вот, насчет его напряжения избыточного, а еще насчет датчика положения кузова, который стоит сзади, и там такая косточка, которая шевелится в разные стороны, якобы, ну, чтобы она тоже не испытывала избыточную нагрузку. Я постараюсь обрисовать все ощущения, которые испытываю в момент до установки вот этих вот проставок и после. Я уже привык к данному автомобилю, это Subaru Outback 2015 модельного года, и могу... Ну, наверное, прям сразу, когда вот мы эти проставки установим, рассказать о том, что изменилось и что улучшилось, а что, может быть, и ухудшилось. Потому что это все делается в целях эксперимента. И, возможно, эти проставки, ну, не останутся здесь навсегда. И все зависит от того, какие ощущения автомобиль будет передавать. Потому что мы ценим в Subaru, это удовольствие от вождения. Ну все, до встречи в гараже. Итак, колесо до установки у нас получается заднее 79,5. Заднее левое у нас 79 ровно. Переднее колесо у нас 78 ровно. Переднее правое 78,5. Так, комплект проставок идет у нас задние идут с болтами. 4 штуки, 2 отверстия по каждому на 10-й болт. А передние оказались у нас на 8-ку. 6 штук. Толщина самой проставки у нас 2 сантиметра. Полиуретан. Полиуретан. Мне кажется, она даже мягче на кочках стала делать. Ну, алюминиевый, не знаю. Алюминий будет деградировать металл. Я тоже так думаю. Будет носиком давать. Так, Вот так должно быть. Выглядит здорово. Ее совсем не будет видно снизу, да? Ее, конечно, не будет. Отлично. Стало просто зашибись. Прямо в свои места. Немножко было неудобно забивать, но с помощью второй руки
Все прошло замечательно. Иначе пришлось бы полностью снимать тогда чашку. А это дополнительная работа, которая никому не нужна. И времени особо нет. Слушай, наверное, они вот здесь. Вот здесь. С какого дна? Не вот здесь. Они вот здесь вот, да? Да. Ну давай, выбирай. Вот они. Ага. Ну да, я так и видел. Вытаскивают. Она не вытаскивается? Она вот так вот. Ну, Мешает? достаточно. Не, нормально. Удобно они сделали, да, что можно сразу раз, ничего не разбирая. Датчик положения. Датчик положения, датчик курсовой устойчивости. Нет, это корректор фар. Какой корректор фар? Такой вот, Вот это? да? Датчик положения, датчик курсовой устойчивости. Нет, датчик положения кузова как раз. И он для того, чтобы корректировать фары, Ну, да. они Потому что только они светодиоды. фары. Ну, они, наверное, завязаны на нем. То есть Ну чуть-чуть раз, они раз. Они автоматически туда-сюда скачут. При наклоне, блядь, там, то есть при входе в поворот машина кренится, нахуй, что-то там делается, блядь, и фары, блядь, что-то там делают, наверное. Ну как, опускаются, поднимаются. Ну, наверняка. Это датчик положения кузова относительно подвески. И он завязан на мозги. А там уже программа напишет, что тебе, блядь, делать. По-моему, Да. по-моему, так должно быть. Да, так и есть. Ого! Отлично. Охрененные молотки современные. Спрашиваешь, это будущее, да? Не, вот такие у меня тоже ломаются. Хотя они самые дорогие. Я, знаешь, что беру? Трубу, квадрат и привариваю. И даже они ломаются. Железо к железу, сухструки. Да. Ну а по-другому никак. У нас на стройке и это ломается тоже. Порядок.
На 2. Так, переднее колесо 82, было 79. 3 сантиметра, не, мы поставили на 2. Она сейчас сядет, да, как прокачивается, она придет в норму. 83. 82. Приехал я в гараж, уже сделал скод-развал. Уже так темно, что ничего не покажешь. Я думаю, что нет смысла там что-то подсвечивать. Завтра я буду здесь и обязательно на ровном месте мы замеряем. Ну, сейчас я уже замерил, мне это видно, камера вряд ли передаст. На 2 сантиметра, ну, возможно, асфальт неровный, поэтому получается, что с одной стороны где-то 2 сантиметра, с одной где-то 2,5, получается, общий клиренс поднялся. Но ощущение от машины просто другое. Я когда сел, я сразу почувствовал, что еду на машине, которая, ну, явно выше. Несколько буквально минут я заново как будто привыкал к ней. И что заметил? Во-первых, машина стала мягче. Стыки в асфальте, которые я раньше проезжал, и прям так тыдык-тыдык-тыдык-тыдык. Ну, знаете, о чем я говорю. И то сейчас они плавно перескакивают, прям пак-пак. Я там даже не ощущаю их. Что еще? Вот плавность хода увеличилась. Я думал, что увеличатся и крены. Но пока машина была загружена, я тут привез кое-какие инструменты строительные. Мне показалось, что я не ощутил их. То есть я заходил в поворот, там просто шуршало что-то в багажнике постоянно. Поэтому не могу сказать. Я думаю, как раз вот за сегодня-завтра еще покатаюсь. Как бы пойму всю вот эту вот кухню. И тогда точно выложу свои ощущения. Не так, что прямо вот я прокатился, да, за 1 минуту, сейчас буду вам что-то рассказывать, впаривать. А именно те ощущения, которые, ну, в процессе всего дня будут у меня. Я как раз уже так к машине привыкаю заново. Но ощущение мягкости... Кстати, а на таких вот больших кочках, я раньше как замечал, у меня, в принципе, большая длинная база, но из-за вот этих вот Stablix Ride амортизаторов, которые сзади стоят, когда заезжаешь в такие какие-нибудь кочки большие, длинные, меня прям начинает перекачивать вот так вот, вот так, то сейчас я стал проезжать. Она прям значительно мягче все это проходило. Ну, неописуемо. Наверное, надо видео будет просто включить, взять с собой на камеру, на лобник и показать, как это. Но ощущение, конечно, потрясное. А так, машина, конечно, более брутальный вид получила. И, наверное, даже удобнее стало заходить в машину. Посадка, высадка стала бы удобнее для меня, потому что я достаточно высокий, 1,87 м, и с длинными ногами. Мне удобнее стало заходить, тем более, что крышка багажника вот в XV поднимается как следует высоко. Я прохожу нормально головой, не касаясь. А здесь, благодаря вот этому электроприводу багажника, мне кажется, только из-за этого я бьюсь лбом. Теперь, раньше бился здесь, теперь бьюсь вот здесь, прямо на самую крышечку. Если мне наконец-то все-таки надоест этот электропривод, я думаю, возможно, отключу его и буду закрывать. У меня рука не отсохнет, чтобы открыть и закрыть его. А вот если крышка багажника может все-таки подняться повыше, то я, в принципе, так и сделаю. Ну что, я доволен результатом. Отдал, в принципе, за сход-развал, ну, только спереди надо было делать. Ну, меня развели со скидкой и второй проверить, задний в смысле. Там только сход, по-моему, или только развал. Напишите в комментариях, кто знает. На всякий случай сфотографировал, какие были показания до того, как что-то делали, а потом после. Ну, циферки изменились, но там чисто так это... Установкой проставок я остался доволен. Если это видео было полезным и для тебя, не забывай большой палец вверх и подписывайся на канал, чтобы не пропускать новые выпуски.